Друзья, всем огромный привет. Ну что, вот и настал тот момент, когда я могу сказать словами великого поэта и музыканта: я ждал это время, и вот это время пришло. Вот, я уже не первый раз переживаю вот это событие, но каждый раз оно всегда какое-то непонятное и необычное. Недаром древний философ Аристотель как-то сказал, что время — самая непонятная вещь из всех непонятных вещей на Земле. Я думаю, у нас будет время об этом подумать. На улице пошел дождь, поэтому я стартую из гаража. Я уже переоделся, одел кожаные штаны, одел дождевик. И сейчас я выезжаю и держу направление в сторону Словении. Что у меня есть? У меня есть время, но нет сил ждать. Поэтому, чего мы ждем? Поехали! У меня есть дом, только нет ключей. У меня есть солнце, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как тучи режет солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет букв. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет снов. И есть еще белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед. Но нет кота. У меня есть парус, но ветра нет. И есть еще краски, но нет холста. У меня на кухне из крана вода. У меня есть рана, но нет бинта. У меня есть братья, но нет родных. И есть рука, и она пуста. И есть еще белые дни, белые горы и белый ночь. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед. Оба! Вот так не успела прозвучать песня, как я уже в Словении оказался. Поэтому я и говорю, что время — это такая вещь. Для вас всего одна песня, для меня целый день. Итак, вечер первого дня. Я расположился вот на таком кемпинге. Это Словения. Проехал я сегодня, жахнул я сегодня конкретно. Сейчас покажу. Удачный день. 753 километра. 753. Вот сейчас я поставлю супчик. Вот сейчас в голове немножко такой сумбур. Но тем не менее, домик у меня уже стоит. Сейчас поставлю супчик, и мы немножко пару слов скажу о сегодняшнем дне. Приключения начинаются. Сейчас приехал. Баллон-то пустой задний. Ёкала-мане. Я не понял, как я мог его проколоть, что ли. Вот сейчас первый раз использую горелку. Не знаю, сейчас я его накачаю сначала. Посмотрю, будем искать. В общем, завтра будет веселый день. Так, ну что, нашел я косяк. Вот оно. Это вот спица. В общем, у меня и герметика нет. Почему я герметик не взял? Всегда возил с собой. Что-то я не подготовился нифига. Потому что подготовишься как следует, ездишь, ни проколов тебе, ничего. Думаешь, что зря возить всю эту ерунду. Не буду возить.
Короче, значит, принял такое решение. Сейчас посмотрел в навигаторе, он мне сказал, что по пути есть где-то в 50 километров мотоциклетный, значит, мотомастерская. Скорее всего, будет дождь. Соберусь, накачаю колесо и в Веркштадт. Значит, приеду в мастерскую, а там уже на месте решим. Или я у них просто возьму, куплю вот эти, то, что мне нужно, и где-нибудь сам потом отъеду, сделаю. Или если у них будет время, они мне колесо снимут да поставят и поеду дальше. Вот. Это, думаю, самый оптимальный вариант. Так, доброе утро, друзья. Ну что, приключение начинается. Пошло немножко все не по плану. Ну, это и хорошо. Поэтому сейчас я вот выехал с кемпинга буквально. Не стал там ничего записывать. А что там? Собрался быстренько и накачал колесо. И вот сейчас выдвигаюсь в мотомастерскую. Проблема в том, что у меня нету силикона, да, и нету никакого этого клеба-банта, кто он, скотча. Я бы так бы разобрал бы, замотал силиконом и этим скотчем обвернул, и все бы было нормально. Так как камеры у меня нет запасной. Ну, в любом случае, я на кемпинге не стал разбирать, потому что я разберу, и что буду смотреть, у меня ничего нет. В этот раз что-то я и силикон не взял, и запасную камеру не взял. Я уж думал, была бы запасная камера, я в камеру воткнул, да поехал дальше. Поэтому сегодня, вот сейчас, ну, почти 9 часов утра. Это Словения. И где-то вот сколько я вчера задал, нашел 44 километра. Так, ну вот хозяйственный магазин. Если что, я сейчас себе отметил. Если там у меня не получится, заеду сюда, возьму скотч, силикон, найду укромное местечко, разбортую, заделаю и поеду дальше. Ну, сейчас доедем до мастерской, там решим. Если у него будет камера, я возьму камеру с собой запасную. Дома 4 штуки лежит. Ё-моё, и сейчас еще одну куплю. Эх. Mezzo, non ci credo come Madonna si segnerò a valutare. Questo motore sam vsi sposobni kosti, če se vidiš malo, ne pogovarjamo za tvojega. Jaz sem sam ponudil. Так, ну все, друзья, я поехал. Замечательный Веркштадт. Килов 15 минут, ё-моё. Вот. Я снял колесо.
Хорошо, что я вчера не начал делать на этом кемпинге. У меня уже руки чесались, думаю. Вот если бы у меня был бы силикон, я бы полез. Сделал бы, потом бы ехал бы, переживал. А сейчас у меня стоит камера новая. Все, сейчас только если спустит, только прокол. 5 минут делов я снял колесо, отдал ему. Он также за 5 минут хоп-хоп-хоп. Выкинул, камеру воткнул, накачал, отдал мне колесо. Я через 5 минут его поставил. И все. И все. И мы поехали. Время 10:30. 10:30, и мы отправляемся в Сербию. Так, ну что, друзья, все. Бак полный, колеса накачаны. Время еще только 10:30. И вперед, летим дальше. Оба-на! Не успела прозвучать вторая песня, уже второй день закончился. Второй день моего путешествия. Ё-моё! Вот. Хотя сегодня с утра пошло немножко не так, как обычно, да, но ничего. Вот, я все-таки я гешафт. Я сделал то, что я планировал, без всяких, значит, доехать, утром встать, выехать и доехать до вот этого замечательного кемпинга. Находится он в Сербии, недалеко перед где-то городом Ниш. Прошел я сегодня, ё-моё, ключей нету. Ну, короче, тоже где-то примерно 750 километров. Ну, последняя сотня мне далась очень тяжело, и елки, я уже уже смотрел, как они там, что-то она медленно идет. Вот, и все, и дождь начал потихонечку моросить, но
все хорошо. Вон там я сейчас расположился, там я сейчас покушаю быстренько. Сходил под душ. Мотоцикл отлично все. Вот, что еще? Ну, что хочу сказать. Есть еще ягодицы в пороховицах? Есть еще порох в ягодицах. Вот. Короче, прям дальше. Все нормально. Африка молодец. Воблинг не исчез, но единственное, он сейчас сместился в более где-то 130-140. Нет, переднее колесо, хоп, поймает и все. И причем воблинг такой, короче, вот так, мотоцикл, вот так вот. И я так думаю, что он вот на этих шашечках, вот передок, он просто вот так вот. Из-за того, что вес серьезный, эти шашки не идут. До 120 он еще идет, а потом дальше нет. Вот. А вчера, конечно, еще пустой задний баллон, он подхватывал это, и расколбас начинался. Надо сразу или тормозить, или резко газу давать, тогда успокаивается. А так, вот. Сегодня, конечно, я получше ехал, побыстрее немножко, но все равно. Короче говоря, выбор резины. Вот. Ну, посмотрим, как Турция себя покажет. Вот. Так что так. Короче, я пошел кушать, уже темно скоро будет. И у меня еще дел по горло. Короче говоря, наверное, завтра увидимся утром, и я вам, может быть, расскажу, что вспомню, какие события там произошли за день. Не знаю, в камеру видно или нет. Там такие светлячки. Но у нас светлячки просто сидят и светятся, а здесь они летают. С травки на травку прыгают, и это самое. Но на камеру, наверное, не будет видно. Вон там около деревьев. Вот. Вот первый раз ставил под дождем палатку. И я специально брал палатку такую, чтобы внутренняя палатка была подвешена вот к внешнему тенту. Раскатал, кинул,
колышки растянул, все растянул, палки вставил, внутри все сухо. Так что вот. Короче, не дотянул я примерно километров 50 до примерного места, где я хотел ночевать, до кемпинга. Вот, короче, во-первых, ветер просто с трассы сносит, и пошел ливень. Я думаю, что я это сама, ближайший кемпинг задал в навигатор и меня сюда завез. Сегодня жахнул опять, будь здоров, ё-моё, без остановок. 559 километров. 560 километров за один присест. Ну, я заехал, заправился, дальше, заправился, дальше. Так что все, думаю, паузу сделаю. И то места не было, то, короче, погранпереход. Пока вроде думаю, что уже. Хочу подвести небольшие итоги за прошедшие 3 дня. Значит, нахожусь я сейчас в Греции на берегу Эгейского моря. Вот, большой, огромный кемпинг. Хороший кемпинг. Вот. И, в общем-то, 3-й день подошел к концу. И я вот сейчас могу точно сказать, что я начал чувствовать вот как раз ту самую вот атмосферу путешественника. Самое интересное начнется с завтрашнего дня, потому что первая цель, куда я хотел приехать, именно вот я хотел приехать, почему я нахожусь именно здесь. Вот именно она меня интересовала, но об этом только завтра. Так что, ребята, в общем, все, до завтра. Завтра увидимся. Пока. Круто, да? Обалдеть. Я уже минут 15 сижу тут, слушаю в тишине. Да, не в тишине, конечно, а эти телевизор с собой привезли, вот такой огроменный. Сидят, смотрят новости какие-то. Ё-моё, блин. Никак не могут без новостей, я. Соловьи, по-моему, да?